Всем привет! Новый год таки успешно наступил, и я приветствую вас на своем канале Аксель Франк. Это у нас Австрия, Каринтия и очень странная зима. Я разместил недавно на другом своем канале ролик с видеорядом «Прошлая зима», зима 21-22 года. И там такие сугробы, наши коты ходят по пояс в снегу, где-то вообще не могут пройти, вот все заснежено. А сейчас, смотрите, вот это у нас съемки, вот это я снимал уже в новом году, дроном, который мне подарили. Мой прошлый дрон героически погиб во время съемок, вот, и мне подарили новый дрон. Вот я им снимаю, это январь месяц. Вот, похоже это на январь месяц в Альпах. Мне кажется, не очень. Ну, соответственно, лебеди никуда не улетели. Анфися прибежала на всех парах, чуть с пирса. Тут скользко, чуть не навернулась. Анфисия, ты поосторожней давай. А сегодня у нас тумана нету. И днем где-то градусов 6. Ну, соответственно, лебеди уже не улетают. Я в свое время разобрался, когда лебеди улетают, когда нет. Вот чтобы лебеди улетели, должен прийти хороший там мороз со снегом где-то в конце ноября, ну самое позднее в начале декабря. Тогда они улетают. А если же нет, они остаются зимовать здесь. Думаю, надо подписаться. Так, а там сидит кот-пирамидка. Эй, кот-пирамидка. Повернись, помаши зрителям. Сейчас, говорит. Все брошу. Интересно, зачем наблюдает? Ага, там собаки наведут на той стороне. Вилечка? Ну, повернись. Я тебя слышу, говорит, что тебе? Так, а тут у нас Анфиска. Выбирается. А коты тоже немножко смущены вот этой погодой, тоже не могут понять, а что к чему. Ну иди, утки ждут тебя. Спрашивали меня, говорит, где Анфиса-то? Анфиса-то где? Они уже к тебе привыкли. Так, а это кто? Кто тут идет? Просто конец ноября и начало декабря были холоднее, чем сейчас январь. Вот. Через спальню, говорит. Я хочу через спальню. Ну, едва ли тебя там кто-то пустит. И когда наступили холода, вот в конце ноября, вот в начале декабря было холодно. Были минуса, там сказать, минус 5, минус 6 ночью. Коты перешли на режим такой вечером, приходить домой стали пораньше, и желания шляться по холоду в темноте у них не было. А сейчас у них опять появляются какие-то мысли, какие-то фантазии. Просто ночью реально плюсовая температура. Это Арчик, еще у нас, кстати, под елочкой. Его не выпускают гулять, а он ждет, когда мы наконец над ним сжалимся. А ему не положено. Он с собачкой приехали. А они живут вот там. На той стороне горы. И приезжают каждый день с собачками гулять. Очень приятная пара, у них две белые собачки. Они действительно живут за горой вообще одни там, абсолютно уединение. И когда мы как-то с ними разговорились, у них было крупное предприятие в Германии. Вот они были владельцы и управляющие, оба работали. Вот, и говорят, за время работы им так надоело, так осточертела вот эта вот суета, вот это общение с людьми, что они сознательно вот
выбрали такое уединение. Сейчас уже много лет живут здесь вполне счастливы. А я в свое время говорил, что то же самое. То есть у меня вот в Болгарии 10 лет, во всяком случае последние лет 8, это был какой-то сумасшедший объем общения с разными людьми на разных языках. Бесконечные какие-то корпоративы, какие-то... это был просто вот такой переизбыток людей. Я наобщался на 2 жизни вперед. Поэтому вот меня спрашивают, не скучно ли нам здесь. Нет. Просто пытаюсь компенсировать тот переизбыток, когда мне, в общем-то, я утомленный приходил по вечерам, утомленный от общения. А там у нас утки на пирсе. А мне туда все равно надо. А на самом деле общение очень выматывает, тем более вот с незнакомыми людьми, с чужими людьми. Думаю, надо подписаться. Особенно, когда это не какое-то непринужденное общение, когда ты, в общем-то, по работе, по бизнесу, ты должен, в общем-то, все время себя контролировать как-то. Это очень утомительно. Это не проще, чем физический труд. Самая смелая осталась. Молодец ты, самая смелая. Бывала поездка с клиентами, там 2-3 дня, я как лимон выжатый был в итоге. Еще одна, говорит, я тоже смелая. Говорит, я тоже смелая. Еще посмелее этой буду. Вот так, и идет, и идет. Ух ты. Вообще смелая. Подходи, давай знакомиться будем. Утки, конечно, молодцы, но они там, в районе перил, все загаживают капитально. Утка, вудка. Поэтому у меня метла стоит тут на пирсе, которую многие заметили. А если я шаг вперед сделаю? Ты как? Вот я шаг, 1 шаг. Не, говорит, тебя нафиг-то. Но все равно ты смелая и красивая какая. Да. От кавалеров, наверное, отбоя нету. Вон, кавалеры плавают там. У меня каждое утро в программе вот метелка, и за ними убираю. Ах ты, а эта взяла ее и клюнула, говорит. Вот такие они, женщины. Взяла подругу и клюнула в бок. А у них интересная система оповещения. Если тут начинают что-то давать, они начинают как-то вот суетиться, то сразу прилетают другие. Во-первых, мне надо для начала метелку взять. Вот эту. Ибо они там мне весь пирс загадили. И это обычное мое утреннее упражнение. Вот, они всегда вот так поступают, и мне с утра все это приходится чистить. Ладно. Приступаю. Метелкой надо 2 руками работать, так что съемку останавливаю. А я объездил соседние горнолыжные курорты, решил опять встать на лыжи. И где-то через неделю будет похолодание, со снегом вроде все нормально. Так что сделаю оттуда репортаж. А пока нетипичная зима в Каринтии. И пока-пока.